Интересно наблюдать, как из рук официальной пропаганды и добровольных адвокатов режима государство выбило последний аргумент. Ведь с ковровым отключением мобильного интернета и блокировками всего и вся можно забыть о самой технологичной стране и лучшими в мире сервисами. Не получится рассказывать, мол, да, у нас авторитарный режим, зато при нем не то, что в этой вашей Европе. У нас вон интернет летает, любые сервисы всегда доступны и развиты так, как ни в какой другой стране. Но оказалось, причем в очередной раз, что дисфункциональное государство принципиальным образом несовместимо с технологическим развитием. Рано или поздно государство это начнет вредить. Причем, чем выше у вас был уровень развития, тем последствия погрома будут хуже. Что прямо сейчас ощущают на себе москвичи. И скорость развития, и степень проникновения интернета во все сферы жизни в данном случае оборачивается злобной своей стороной. Поговорим сегодня об этом. Только прежде чем начнем, напомню. По ссылке в описании мы собрали способы по обходу блокировок, а также сделали отдельный сайт, где сравнили популярные VPN-сервисы. Спонсирует это компания MaxSwap, выпускающая виртуальные криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными. И еще. Я вижу множество комментариев с просьбой сделать ролик о ситуации в Сибири, где у частных небольших хозяйств убивают скот. Как вы понимаете, это не профильная для меня и нашей редакции тема. Мы пытаемся в ней разобраться, чтобы выпустить адекватный ролик. Если у нас это получится, мы на днях это сделаем. Западную Европу, Германию особенно, очень принято критиковать за технологическую отсталость. Наших туристов и иммигрантов местные технологические особенности приводят в некоторый ступор. Что надо, например, таскать с собой наличку. Даже если это не забегаловка и не киоск, а большой ресторан с залом в 700 метров, совершенно не факт, что там принимают карты. Все общение с государством происходит по обычной бумажной почте. В половине случаев не существует опции что-то заказать, куда-то записаться, решить хоть какую-то проблему онлайн. Надо звонить по телефону и разговаривать с живым человеком. Если брать такие страны, как Германия, как большая часть стран Европы, которые развивались гораздо более равномерно, а не рывками, как мы, проходя путь от сберкнижек до оплаты лицом лет за 15, то быстро выясняется одна вещь. Значительная часть инфраструктуры, которая позволяет жить без интернета, в этих странах сохранилась. Если вы пожилой человек или относитесь к той когорте людей, которые панически боятся любого излучения и носят шапочку из фольги, то в Германии смартфон и компьютер, в общем-то, вам не нужны. Новости читать вы можете в газетах, контакты узнавать в справочниках, доставку заказывать из каталогов, такси вызывать по телефону. С этим нет проблем. С непривычки у нашего человека в таких странах экзистенциальный кризис наступает. Когда, чтобы получить какую-то услугу от государства, надо написать прям настоящее, прям бумажное письмо. Но вот эта заторможенность, которая оставляет за собой хвосты офлайновых технологий, позволила бы пережить всякие шатдауны гораздо легче. Россия же совсем другого типа страна и совсем другая история. В России не было никакого планового полувекового развития. Как только на рубеже нулевых и десятых российский интернет и банкинг стали массовым явлением, они сразу же возникли у нас в очень развитом виде. Минуя все промежуточные формы, без того, чтобы тянуть на себе десятилетия развития, мы сразу получили все технологии в готовом и передовом виде. Мы сразу скакнули от переводов денег телеграфом через почтовое отделение до переводов за секунду по номеру телефона. Так инфраструктура жизни без интернета отвалилась просто за ненадобностью. Из образа жизни людей офлайновые привычки отвалились столь же стремительно. 15 лет назад средний россиянин обладал навыком поимки такси на руку, удерживая каждый раз в голове все расклады. Сколько должен стоить проезд между любыми двумя точками, с учетом времени суток и дорожной обстановки. Это была форма взаимоотношений между людьми. Были бомбилы, способные на любой скорости заметить поднятую руку и повернуть к обочине через 4 полосы. Был обязательный торг, как на настоящем прям восточном базаре. Бауманская 200, 500! Не, за 500 не поеду. Ну давай 250, дорогу покажешь? Весь этот культурный пласт вымер без остатка. Бомбил, которые ищут поднятую руку, навыка ловить и торговаться, теперь просто нет. Если приложение не работает, то уж как минимум с конца десятых никакой альтернативы ему не существует. Водительские навыки трансформировались навсегда. Ладно уж, по бумажной карте никто не ориентируется, но и на указатели уже мало кто смотрит. Без навигатора современный водитель, просто никак.
Мы настолько привыкли к быстрому и классному и всюду доступному интернету, что наши цифровые привычки трансформировались. Так как же так получилось, что это все решили отрубить? И почему? Обсудим это после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы смотрите YouTube из России, вы, скорее всего, используете VPN. Если ваш VPN-сервис вас не устраивает и плохо справляется с блокировками, самое время попробовать альтернативный. Например, Blank VPN. У него сейчас выгодное предложение. Полный безлимит трафика и устройств в одной подписке, 50 локаций и скорость до 10 гигабит в секунду, и все это со скидкой до 66%, всего от 2,5 евро в месяц. У Blank VPN есть собственное приложение для iOS, macOS и Android. Оплатить сервис можно российской картой. И что важно, у вас будет целых 30 дней, чтобы попробовать. Если сервис чем-то не понравится, вернут деньги. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании и подключайтесь к надежному VPN-сервису, который работает в России уже 8 лет и успешно адаптируется ко всем новым блокировкам, в том числе и к белым спискам. Продолжим. Мы настолько привыкли к своему быстрому, классному, дешевому, всюду доступному интернету, что даже цифровые наши привычки трансформировались. Ну кто сейчас настраивает почту на свой офлайновый клиент? Кому надо выгружать все содержимое ящика на компьютер, когда любое письмо в любое время и в любом медвежьем углу доступно на gmail.com? Зачем хранить архивы рабочих файлов, семейных фотографий, чего угодно, что в любой момент может понадобиться, тщательно отсортированным по папкам на жестком диске, если облако удобнее, быстрее и дешевле? На рубеже нулевых и десятых у каждого уважающего себя человека была обширная коллекция фильмов и музыки. 1000 MP3 файлов и DVD-рипов. С тех пор, как трафик перестал чего-то стоить, покрытие стало абсолютным, а онлайн-сервисы и легальные, и пиратские стали общественным достоянием, с тех пор интерфейс Winamp остался ностальгическим воспоминанием тех, кто уже выплатил первую ипотеку. Технологический скачок настолько привязал граждан к интернету во всем, от получения пенсии и оплаты коммуналки до работы и перемещения по городу, что когда в 2020 году, ровно 6 лет назад, московские власти решили посадить пожилых граждан на домашнюю изоляцию, контроль ее велся через приложение для смартфона. То есть само наличие смартфона с постоянным интернет-доступом – это минимальное системное требование для гражданина. Даже государство не предполагает, что у кого-то этого добра нет. Для всей страны, вне зависимости от возраста и рода занятий, стабильный интернет с бесконечным покрытием – это критическая инфраструктура на одном уровне с электроснабжением. Навыки жизни без него распространены настолько же, насколько популярно умение выживать в лесу. Такой порядок, правда, для всех, кроме одного человека. Только для Владимира Путина 99-й год никогда не заканчивался. А потому что он тогда стал президентом. Попал в состояние близкое к младенчеству, то есть. Где его поят, кормят, одевают, везде возят, развлекают. Где на каждое бытовое действие существует отдельный штат людей. Путин живет в этом глубоко нереальном мире с тех пор, когда не то что смартфонов никаких еще никто не видел, но абсолютное большинство наших граждан по межгороду ходило звонить на почту. Интернет в 99-м – это развлечение для нескольких сот тысяч самых продвинутых технофриков. Когда все пользователи интернета, даже в Москве, знакомы друг с другом максимум через одно рукопожатие. Это время, когда интернет не столько упрощал жизнь, сколько добавлял в нее приключений. Потребители должны были страдать во имя технологий, не наоборот. Можно выставить машину на продажу через Авто.ру, конечно, если ты такой современный и пользуешься интернетом. Но через газету из рук в руки продать ее в разы быстрее и проще. Можно, наверное, найти такого дантиста, к которому запишешься через интернет, но в справочнике «Желтые страницы» дантистов этих будет сотни, а не один, который себе интернет провел. Во времена воцарения Путина интернет – это именно что игрушка для энтузиастов, никак не связанная с бытовой жизнью. Энтузиасты эти выглядят странно, их иногда зовут на телевизор и слушают как инопланетян. Так выглядел мир, в котором Путин пришел к власти. В этом мире не было ничего удивительного в том, что президент не пользуется интернетом, ведь им всерьез не пользовался никто. В этом мире Путин и остался. Он единственный человек в стране, для которого интернет – это не проникшая в ткань жизни технология, покрывающая все, без которой жить нельзя. Путин же без интернета прекрасно живет, ему билеты не покупать и к врачу не записываться.
Но это базово-враждебная технология, которая в основном нужна для организации разного рода протестов и переворотов. Когда мы пытаемся понять, что происходит и почему российское начальство с ровного места решило выбесить вообще всех граждан, добить и без того хилую экономику, не надо недооценивать один простой факт. Человек, принимающий окончательные решения по всем вопросам, живет не в 26-м году, а в 99-м. Не нужно недооценивать разрыв, который существует между начальством и обществом. Условно Кириенко понимает, конечно, что такое интернет, но он не принимает решения. Путин всю жизнь прожил и продолжает жить без интернета. Он не понимает, что своими руками создает коллапс похуже любых инфраструктурных атак ВСУ. Ровно из-за того, что принимающий решение человек очень смутно представляет себе страну, которой правят, у него получилось сделать то, к чему очень долго стремилась украинская страна, то есть перенести войну на территорию России, донести ее цену до граждан. В очередной раз оказывается, что некомпетентность, причем некомпетентность фундаментальная, цивилизационная отсталость начальства гораздо более убийственна для общества, экономики и в конечном итоге самого начальства, чем любые внешние угрозы. Несменяемость — это всегда плохо. За десятки лет у власти у любого человека башка съедет на бекрень. Но когда несменяемость эта накладывается на такую технологическую революцию, которая произошла с начала 21 века, масштабы неадекватности становятся катастрофическими. Проблема уже не только в том, что при таком младенческом быте ты улетаешь в область чистых абстракций, мироустройство стремишься изменить, например. Но и в том, что страна за это время успевает ой как далеко уехать. Путин просто не способен понимать, что для людей действительно важно и где та черта, за которой он начинает всех бесить. Всякое в истории бывает, конечно, но обычно к идее архаизации территории и ее возвращения к какому-то предыдущему этапу развития приходят враги. У министра финансов США Моргентау был в 1944 году план по превращению Германии в аграрную страну, чтобы пресечь ее способность развязать новую войну. Если кто-то хочет откинуть развитие страны на 20 лет назад, ему должно быть не просто плевать на эту территорию. Он должен ее либо ненавидеть, либо бояться. Регресс страны не слишком разумен стратегически, но это объяснимое желание для оккупанта. В случае Путина это желание оккупанта-варвара, у которого мир состоит из 2 десятков бежевых вертушек, красных папочек, куда складывают распечатки, и компьютера с Windows XP, без единого ярлыка на рабочем столе. Кочевники города не захватывали, они их просто грабили и сжигали, потому что для кочевника город — это хрень какая-то, там негде пастись лошадям. Вот так же и интернет для Путина. Это какая-то просто неведомая херомундия, через которую все на свете разведки вербуют себе диверсантов. Это не экономика. Нефтевышки и алюминиевые заводы — вот это экономика. А интернет — это сугубо необязательное развлечение. Что вам, кусок в горло не лезет без этого интернета? Его существование можно терпеть, лишь пока он особо не мешает. Но если вдруг начнет, задушить его ничего не стоит. В очередной раз проявляется тот очевидный факт, что начальство российское, помимо всего прочего, довольно дикое. И по мере жизни в своем изоляторе дичает только больше. Но в данном случае явление это заметно как никогда. Одной из самых технологичных стран в мире руководит дикарь, который вряд ли хоть раз в жизни СМС написал. До завтра.